Сегодня я расскажу о 5 самых необычных приспособлениях, которые существенно облегчат гаражную жизнь. Всем привет! Меня зовут Сергей Нео, и вы на канале Не Ноль. Свой гаражный чарт я начну с вот этой приспособы. Готов поспорить, что мало кто знает, что это, и вообще применяет ее в своей практике. Как думаете, что это и как оно работает? На AliExpress эта штука называется плоскогубцы, и стоит она до 1000 рублей. И действительно, ей можно что-то зажать, подержать, ухватить. Но это съемник. Это съемник для резиновых подвесов выхлопной системы. И работает он вот так. Эта часть одевается на резинку, и шток выдавливает направляющую крепление. И все снимается в одно движение. Вот так. При этом не надо никаких монтировок, никаких ломов, все снимается в одно движение, конечно, при условии, если к подвесу к этой резинке можно вообще физически подлезть. Это приспособление у меня в 2 вариантах, и один из них очень далек от того применения, о котором я расскажу. Похоже? Как думаете, где и как я применяю эти штуки? Стоимость в магазине такой струбцины, да, и такого съемника для фильтров составляет 1000 рублей. Кстати, если бы какой-то магазин захотел прорекламировать свой товар, я бы сейчас указал ссылку именно на этот магазин. Ну а так как такого нет, я указываю ссылку на поиск в Гугле. Смотрите внизу в описании. А вас же я попрошу поддержать мой канал монетой в разделе для спонсоров. Ну, очень много еще чего надо купить для поддержки канала. Помогайте. Итак, эта струбцина и этот съемник послужат отличным приспособлением для фиксации чего-либо, в данном случае крепления выхлопной системы, к трубе, к выхлопной трубе. И это очень полезная приспособа, особенно в виде вот этого съемника для фильтров, потому что у него есть большие зубья, под которые очень удобно фиксируются круглые прутки. Выставляем, зажимаем, фиксируем и привариваем. Раз уж тематика моего чарта склонилась к выхлопным системам, как, в общем-то, и очень многие видосы на моем канале, я продолжу вот с этой приспособой. Хоть ее и не продают в магазинах, кстати, может, кто знает, может, и продают, напишите в комментариях. Но я про создание этой штуки выпустил недавно целый видос. Это пруткогиб, он же арматурогиб. Состоит он из подшипника и приваренного к нему нескольким штоком амортизатора. Очень простая приспособа, очень дешевая и очень полезная. Я считаю, это самая дешевая версия полосогиба или пруткогиба или арматурогиба, потому как в производстве различных креплений и кронштейнов очень часто применяется нержавеющая полоса. Зажимается, сгинается. И притом, в отличие от кувалды и тисков, можно делать несколько поворотов, несколько гибов на небольшом расстоянии. Довольно красивыми углами и нужными углами, а не бить по ней кувалдой.
В итоге получаются вот такие вот замечательные кронштейны, как для выхлопных систем, так и для крепления различных узлов автомобиля. Состоит эта приспособа из двух штоков, напрямую приваренная к подшипнику. И если никому не мешает религия привариться к подшипнику, то ставь лайк, а если мешает, то ставь дизлайк. Это, конечно, дорогая и многим знакомая гаражная приспособа. Это трансмиссионная стойка. Бывает она гидравлическая, бывает винтовая, стоит в пределах 10 тысяч рублей. Но сегодня речь пойдет не столько о ней самой, сколько о насадках, которые на нее можно установить. Вот такая стандартная платформа позволяет разместить, к примеру, резонатор или банку под нужным углом и в нужном положении под днищем машины. И там ее зафиксировать. Дальше производить все работы по ее приварке. Также стандартная рогатина, которая фиксирует небольшие резонаторы с помощью элементарного резинового такого фиксатора и позволяет разместить резонатор уже без изменения угла, но можно его поворачивать в пространстве. А вот такие самодельные рога могут держать как трубу, так и крайне неприятную вещь в установке – это насадку. Насадка фиксируется к ней с помощью струбцины, и можно ее выставлять в нужном положении под днищем машины. Вот такая вот полезная штука. И, наконец, самая крутая и самая дешевая приспособа, также состоящая из двух вариантов. И стоит она до 100 рублей за пучок. Вы, конечно, скажете и, надеюсь, напишите в комментах, какой я умник. И это обычная неоновая стяжка, ее называют еще штрапсы, и обычный червячный хомут. Да, это именно они, но ничего фиксировать я с помощью их не буду. А с их помощью я могу ровно разметить место среза на ровной трубе, так и на любом повороте, под любым градусом, под любым углом. Теперь размеченный спил можно отпилить с помощью любой болгарки, и будет он абсолютно ровный, абсолютно такой, как задуман. Червячный хомут в целом многоразовый и намного удобнее. Он более точный, он более правильно показывает плоскость, перпендикуляр к круглой поверхности. А пластиковый хомут или стяжка позволяет легко уместиться в изгибах труб. Я надеюсь, показанные мной приспособления будут полезны для вас. Пишите в комментариях о том, какие вы знаете необычные приспособления и о которых я бы еще мог рассказать, что вам интересно и что нет, о сварке, резке, всяких необычных вещей. А на этом это все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Не забывайте про раздел для спонсоров, он очень важен для поддержки моего канала. Всем удачи, всем пока.